И вот так происходит каждый год весной. Старую отработанную землю из контейнеров просто выбрасывают. Взамен покупают новую и наполняют эти самые контейнеры, в которых будут расти растения уже в этом году. Я же считаю, что вот эта отработанная земля, отработанная в кавычках, она прекрасно может служить и в новом сезоне. Ну, с ней, конечно, нужно кое-что сделать, некоторые процедуры. Единственный вариант, когда ее действительно стоит выбросить, если вы в ней выращивали какие-то растения и у вас свирепствовали какие-то грибные заболевания, инфекции. И вы собираетесь опять выращивать растения, которые уязвимы перед этими инфекциями, например, помидоры в контейнерах. Конечно, такую землю лучше не использовать. Либо специально ее обработать, сделать ее стерильной. Но так как я здесь никаких таких растений не выращиваю и выращивать не собираюсь, я выращиваю в основном такие неприхотливые растения, которые не сильно болеют. Я буду использовать эту землю, причем вы видели, я удалил ботву всякую, а вот всякие корешки, всякие растительные остатки мелкие я оставил, ничего страшного. Они наоборот пойдут только на пользу. Итак, что же я буду делать? Ну, наверное, понятно, что эта земля прослужила весь прошлый год, соответственно, она, скорее всего, уплотненная. Ее нужно как следует разрыхлить, буквально руками. И, конечно, она очень бедная. Растения, которые росли весь сезон, съели фактически все питательные вещества, которые в ней были. Значит, нам надо эту землю сделать более питательной. Что для этого можно использовать? Можно использовать компост. Если у вас есть хороший компост, великолепный вариант. Можно использовать хорошо перепревший навоз, например, куриный помет. Можно даже использовать минеральные удобрения, правильные, в правильном количестве, по сезону. Ну и хороший вариант использовать все-таки покупную землю. Тут проблема в том, что она стоит тут копейки на самом деле, но доставлять ее физически довольно тяжело. Вот такой 20-литровый пакет притащить из магазина, который в 3 километрах отсюда. В общем, довольно проблематично. Но, тем не менее, один пакет я покупаю как раз для того, чтобы улучшить вот эту прошлогоднюю землю. Итак, примерно смешиваем в соотношении 1 к 1. Одна часть старой вот этой отработанной земли и одна часть свежего вот этого покупного грунта. Причем этот грунт, как здесь написано, сделан на основе растительных остатков из леса и из парков. То есть, фактически, это тот же самый компост, только сделанный в промышленных масштабах. Итак, смешиваем 1 к 1. Нет лучшего способа перемешивать, чем просто руки. Не инструмент какой-то, а именно руки. Ну вот, после тщательного перемешивания получилась такая рыхлая, уже более питательная почва. Но это еще не все. Давайте кое-что пересадим. У меня, в принципе, уже готовы саженцы инжира. Они сегодня даже ночевали уже на улице, ночью было плюс 13, они уже закалились достаточно. И, в принципе, их можно пересаживать в большие контейнеры. Я взял саженец покрупней, он уже такой хорошо развитый. Взял для него 4-литровый контейнер и буду сейчас пересаживать. Наполняем контейнер вот этой нашей смесью старой земли и покупной земли. Все эти корешки можете оставлять смело. Они там переработаются и только улучшат эту нашу почву. Наполняем контейнер, естественно, не полностью. Аккуратненько достаем саженец, чтобы не повредить корней. И вставляем. Естественно, засыпаем. Ну вот, собственно, готово. Но, как я сказал, это еще не все. Эту почву можно еще сделать лучше. Что для этого нужно? Использовать мои любимые биопрепараты. В 10 литрах воды я разведу 1 колпачок улучшителя почвы. Я вам про него рассказывал, видео снимал. Вообще все ссылки
полезное я оставляю в описании к этому видео, в том числе на биопрепараты. На биопрепараты, где их найти в Украине и где их найти в Германии. Итак, один колпачок улучшителя почвы. Тщательно перемешиваем. И один колпачок универсального удобрения, который подходит для любых культур. Ну, инжир культура неприхотливая, но ему пригодится. Это живые биоудобрения, которые улучшают почву, которые дают нашим растениям все необходимое. Итак, тоже один колпачок. Тоже тщательно перемешиваем, даем полчасика настояться и потом поливаем наш саженец. Ну вот, я надеюсь, ответил вам сегодня на вопрос, можно ли использовать повторно отработанную землю из контейнеров. Я считаю, что можно и нужно. Дело, конечно, ваше. Вы можете просто выбросить ее на мусорку. Вы можете в конце концов использовать ее для наполнения компостной кучи, почему нет? Но я предпочитаю использовать ее повторно, вот так, как сегодня вам показал. Для этого я обязательно добавляю в нее плодородную часть, новую землю, и обязательно проливаю биопрепаратами, причем не один раз. Кстати, по поводу биопрепаратов. Появляются иногда комментарии по поводу них, и иногда эти комментарии негативные, мол, биопрепараты не работают. Я надеюсь, в ближайшее время я сниму видео о том, как правильно использовать биопрепараты, чтобы они работали. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Пойду еще пересажу несколько саженцев. Спасибо, что смотрели. Увидимся.